Сегодня мне бы хотелось рассмотреть историю Аргентины с 1916 по 1930 год. В аргентинской истории данный период известен как радикальная фаза, поскольку он начался с избрания кандидата от Гражданского радикального союза. Гражданский радикальный союз – это одна из самых исторически значимых партий Аргентины. Идеологически партия выступает за радикализм, светскость и всеобщее избирательное право. Итак, был выбран кандидат от данной партии Ипполито Йригоен, который положил конец господству консервативного поколения 80-х в политике. Важно указать, что поколение 80-х было правящей элитой Аргентины с 1880 по 1916 год, которая занимала высшие государственные, политические, экономические, военные и религиозные посты, оставаясь у власти благодаря фальсификациям на выборах. Несмотря на растущую политическую оппозицию, возглавляемую Гражданским радикальным союзом, анархистскими и социалистическими группами, сформированными в основном рабочими иммигрантами поколения 80-х, удавалось оставаться у власти до принятия закона Sáenz Peña о тайном, всеобщем и обязательном мужском избирательном праве, что в дальнейшем ознаменовало переход к современной аргентинской истории. Второй президентский срок Йригоена, начавшийся в 1928 году, был прерван военным переворотом 8 сентября 1930 года, который привел к власти Хосе Феликса Урибуру. Хосе Феликс Урибуру был аргентинским военным, который фактически занимал пост президента Аргентины до 20 февраля 1932 года, когда он возглавил военный переворот против демократически избранного президента страны Ипполито Йригоена при участии ультраправой Аргентинской патриотической лиги, то положил начало периоду, который со временем получил название бесславного позорного десятилетия. Бесславному позорному десятилетию были присущи постоянные манипуляции на выборах, репрессии в отношении оппозиции, в частности был запрещен Гражданский радикальный союз и высокий уровень коррупции. Консервативные силы доминировали в аргентинской политике до 1916 года, когда их традиционные соперники, радикалы, возглавляемые Ипполито Йригоеном, получили контроль над правительством в результате первых общенациональных выборов, проведенных на основе всеобщего избирательного права для мужчин в соответствии с законом Sáenz Peña 1912 года. К голосованию было допущено 745 тысяч граждан. При общей численности населения 7,5 миллиона человек, 400 тысяч воздержались, иммигрантам, которые составляли большую часть населения, голосовать не разрешалось. Йригоен, однако, набрал лишь 45% голосов, что не позволило ему получать большинство в парламенте, где консерваторы оставались главной силой. Таким образом, из 80 законопроектов, предложенных исполнительной властью, только за 26 проголосовало консервативное большинство. Парламент отклонил умеренную сельскохозяйственную реформу, а также налог на проценты и создание республиканского банка, который должен был выполнять функции Центрального банка. Несмотря на это, Гражданский радикальный союз, делающий упор на честные выборы и демократические институты, открыл свои двери для растущего среднего класса Аргентины, а также для социальных групп, ранее отстраненных от власти. Политика Йригоена заключалась в том, чтобы исправить систему, проведя необходимые реформы, которые позволили бы сохранить агропромышленную экспортную модель. В Национальном университете Кордовы началось студенческое движение, которое в конечном итоге привело к университетской реформе 1918 года, которая быстро распространилась на весь континент. Главными принципами реформы были автономия высших учебных заведений, самоуправление, приближение их к обществу, периодические публичные аккредитации, кафедр.
Теперь взглянем на такие факты. С одной стороны, трагическая неделя, в течение которой региональная федерация трудящихся Аргентины ФОРА, основанная в 1901 году, призвала к всеобщей забастовке, демонстрациям, закончилась тем, что было убито 700 человек и ранено 4000 человек. Генерал Луис де Лепьяне двинулся маршем на Буэнос-Айрес, чтобы восстановить гражданский порядок. Несмотря на то, что некоторые призывали его совершить государственный переворот против Иригоена, он остался верен президенту при единственном условии, что тот предоставит ему свободу действий в подавлении демонстраций. После этого общественные движения продолжились в кампании «Ля Форесталь», где было убито около 600 человек, рабочих и членов их семей, и в Патагонии, где Гектор Варела возглавил военные репрессии при поддержке Аргентинской патриотической лиги, в результате которых погибло 1500 человек. С другой стороны, администрация Иригоена в 1921 году приняла Трудовой кодекс, закрепляющий право на забастовку, ввела в действие законы о минимальной заработной плате и коллективные договоры. В июне 1922 года она также инициировала создание Генерального директората по финансированию нефтяной промышленности государственной нефтяной компании. В общем, радикализм отвергал классовую борьбу и выступал за социальное примирение. Аргентина придерживалась политики нейтралитета во время Первой мировой войны, несмотря на попытки Соединенных Штатов подтолкнуть их к объявлению войны Тройственному Союзу. Нейтралитет позволял Аргентине экспортировать товары в Европу, в частности Великобритания, а также предоставлять кредиты воюющим державам. Германия потопила два аргентинских гражданских судна «Монте-Протехида» 4 апреля 1917 года и «Тора». Данный дипломатический инцидент закончился только высылкой немецкого посла Карла фон Люксбурга. Иригоен организовал конференцию нейтральных держав в Буэнос-Айресе, чтобы выступить за нейтралитет и не вступать в Европейскую войну, а также поддержал сопротивление Аугуста Цесара Сандино в Никарагуа. Оккупация Никарагуа Соединенными Штатами с 4 августа 1912 года по 2 января 1933 года была частью банановых войн, когда американские военные вторглись в различные страны Латинской Америки с 1898 по 1934 год. Официальная оккупация началась 4 августа 1912 года, хотя были и другие нападения Соединенных Штатов на Никарагуа. Американские военные интервенции в Никарагуа были направлены на то, чтобы помешать любой стране, кроме Соединенных Штатов Америки, построить Никарагуанский канал.
1922 году Иригоина сменил его соперник внутри гражданского радикального союза аристократ Марсело Торкуато де Альвеар. Альвеар привел в свой кабинет представителей традиционных правящих классов, к ним относятся Хосе Николас Матьенса, Анхель Гальярдо, Августин Педро Хусто. Сторонники Альвеара основали радикальный антиперсоналистский союз, выступавший против партии Иригоина. Альвеар отменил многие социальные реформы и законы о труде, а также университетскую реформу. Важно указать, что в 2022 году суд посмертно признал Альвеара организатором массового убийства в 1924 году, совершенного с целью подавить протесты аборигенов против условий труда. Как я уже указывала ранее, Иригоин был переизбран в 1928 году и свергнут в результате военного переворота в 1930 году. Энрике Мартинес на один день был исполняющим обязанности президента Аргентины. 5 сентября 1930 года президент взял отпуск по состоянию здоровья, и Мартинес занял пост президента на временной основе. Однако переворот сверг администрацию Иригоина на следующий день, и он, и Мартинес были заключены в тюрьму на 2 года. К власти пришел Хосе Феликс Урибуру. За ним последовал период бесславного и позорного десятилетия. Думаю, на этом все. Всего доброго.